Сексуальные отношения между мужчиной и женщиной. Цифры. Это второй ролик из серии «Сексуальные отношения» про важность общения. И если в прошлой части у меня были примеры коммуникации, сразу для тех, кому там надо взять и пойти использовать, то здесь я объясню, почему и как это сложилось. В основе этого я в том числе буду использовать научные материалы, да, даже с ссылками. В прошлом ролике фактически я не объяснял принципы, почему важны все эти коммуникации, легонько затронул. В этом ролике я остановлюсь на этом подробно. Сразу скажу основную проблему многих взаимоотношений сексуальных. Тут, понимаете, без вот этой обратной связи, без общения, наш мозг все равно, ему требуются данные для того, чтобы понимать, что происходит с человеком. Если у него их нет, самое ужасное, что он их придумает. Если мы не знаем, как что-то выглядит, мы себе обычно все равно выстраиваем некое представление, как это должно выглядеть у нас в голове. И получаем такого голема в голове, а вовсе не человека, то есть не его реальные ощущения, а некую надстройку, в которую мы просто верим, а она может быть ошибочной. И вот это вот самая большая проблема тех пар, которые не общаются друг с другом про секс, которые не дают обратной связи и не запрашивают обратную связь. Снятие розовых очков с таинственности сексуальных взаимоотношений. И сразу скажу, я не то чтобы хочу разрушить вот эту вот романтику таинственного молчания, либо таинственного мычания во время секса. Дело в том, что это вовсе не романтика процесса. Это страхи человека быть осмеянным, неправильно понятым или вообще отвергнутым, когда он рассказывает свои мысли и что он чувствует. Самый большой страх у человека – это как раз быть непризнанным в собственных ощущениях. И секс – это вот просто полностью передовая, где вот нас могут осмеять. Поэтому это не романтика. Поэтому часто, когда вы молчите и мычите, человек вместо того, чтобы анализировать процесс, начинает анализировать собственные придумки в голове. То есть ему кажется, что вот это пошло вот так. Ему кажется, что реакция партнера была вот такой. Но, увы, она могла быть вполне себе другой, и он начал анализировать некий гомункулус, который он в голове построил. И тут есть яркий пример, кто мне скажет, что все пары, которые долго вместе, им так классно, они там настолько хорошо, классно друг друга знают, настолько, что им даже не интересно заниматься друг другом сексом, потому что занимаются они им раз в месяц или в 2. И да, после 3 лет большинство пар, что бы они вам ни говорили, если почитать труды сексологов или послушать, что эти пары говорят, то получается там не 2 раза в неделю, как все заявляют, а 1-2 раза в месяц, а то и раз в 2 месяца. Это на практике как обстоят дела, без посещения специалистов, без понимания, что это проблема и с ней надо что-то делать. Помните, все мы умеем и готовы врать, чтобы казаться нормальными людьми. Уровень возбуждения в рамках одного полового акта. В разных парах каждый партнер может входить в половой акт с разным уровнем возбуждения. Но это не проблема. Кто-то входит с высоким, кто-то с низким, у кого-то обоюдно высокий, у кого-то обоюдно низкий и так далее. Там много вариаций. Главная задача выйти оттуда с одинаковым высоким уровнем возбуждения. Или, по крайней мере, тем уровнем, который способен удовлетворить вас. На практике уровень возбуждения, как оказалось, очень сильно зависит от одной простой вещи. От того, насколько партнер внимателен к вам. И да, ведь это же будут движения, обоюдные какие-то ободряющие ласки и так далее. Это именно то, что влияет. Просто, если девушка просто лежит на кровати и позволяет что-то с собой делать, какое внимание она доставляет своему партнеру? Да никакое. И то же самое мужчина, который делает ровно то, что ему нужно, невзирая там, что происходит с женщиной, как опять же, ведь многие просто валяются под ним, поэтому без разницы. Разумеется, в таких парах уровень возбуждения не сможет достигать высоких планок. И да, это действительно факт, уровень возбуждения будет увеличиваться, чем чаще партнеры будут внимательны друг к другу. Это также было видно из исследований, про которые я буду рассказывать ниже. И теперь давайте раскроем немножечко внимание к партнеру. К сожалению, у многих сейчас в головах возникло следующее, что это некий процесс чувствования и угадывания, что происходит с партнером. Не-а. Я хочу, чтобы ты меня чувствовал, и я хочу, чтобы ты угадывала, что мне нужно. Это процесс в никуда. Это как раз способ придумать себе кучу каких-то моментов, по которым мы будем что-то угадывать. Угадывания будут ошибочны. В статистике я приведу вам пары, как раз которые считают, что должны чувствовать, должны угадывать. И много будет интересного. Кстати, тем, кто дослушает до конца, будет бонус. Он, конечно, выйдет отдельным видео. Это как раз много интересных ответов из статистики, не имеющих отношения к текущей лекции, но которые дают массу ответов. Например, религиозность, возраст,
ориентация и многое другое, что интересно про секс. Как они влияют на удовлетворенность сексом. Статистика понимания партнеров друг другом из научных источников. Есть такой научный журнал The Journal of Sex Research. И вот чтобы быть точным, я обращусь к одной из его опубликованных там статей. Putting the DIAD into the Sexual Response Discussion. Ну, то есть, грубо говоря, а давайте посмотрим, что будет в зависимости от общения сексуального пар, ну, DIAD. Собственно, кому сильно хочется источников, можете посмотреть. Там, в общем-то, первый абзац всех статей, он всегда доступен в общем виде, дальше только за деньги. И вот как раз то, что я уже немножечко говорил, из 385 пар, которые взяли, 6,8% могли точно определять, в каком состоянии находится партнер, могли подстраиваться, говорить и так далее. Но, с вами забегу вперед, они могли это делать, потому что они общались между собой. У них был самый высокий уровень общения у этих пар. И 7,6% тоже были уверены, соответственно, как я говорил в прошлом ролике, что они точно знают, что происходит с партнером, и вот они на 100% ошибались всегда. Ну и остальные, там была такая статистика, что можно было подбрасывать монетку, в общем-то, об этом вы можете прочитать даже в абзаце. Дальше они устроили полномасштабные исследования, где рассмотрели очень много факторов. Вот часть факторов, как я сказал, войдет в бонусную часть, если досмотрите до конца. Так вот, они произвели более полномасштабные исследования и там поделили в итоге участников на группы. Группа, у которой было высокое изначальное сексуальное возбуждение у обоих партнеров, среднее, низкое. Группы, в которых у одного из партнеров было только высокое, у другого низкое, где там выше у женщины или выше у мужчины. И была группа, которая, ну, скажем так, давайте назовем ее просто некоммуникабельной. В конце группы многие финишировали с нормальным результатом, ну, то есть у обоих партнеров было высокое уровень возбуждения и нормальное удовлетворение от секса. Ну, кроме одной, которая некоммуникабельная. Как вы понимаете, все это видео построено только на этой группе, но в статистике, которую я потом приведу, будут многие интересные моменты по поводу и других групп, потому что они сейчас не являются целью этого рассказа, но они тоже интересные. Так вот, если в других группах количество оргазмов случалось там 89-98, ну а у группы с высоким возбуждением там вообще по нескольку могло случаться, там 1,9 количество оргазмов на пару, то есть у кого-то больше, у кого-то там один, у кого-то еще больше. И время, продолжительность сеанса сексуального составляла 25-30 минут, то у пар, которые не могли друг с другом коммуницировать, ну, верили они, что не надо разговаривать, все само выйдет, все само произойдет. Количество оргазмов было 50 минут, а время, которое они затрачивали на секс друг с другом, примерно там 12-15 минут. У этой группы был наименьший показатель демонстрации, что с ними происходит во время секса своему партнеру, и вопросы, которые человек задавал вообще про секс, то есть сексуальное общение у них самое низкое, и запрашивание человека, что он чувствует в процессе секса, тоже было самое низкое, поэтому они и попали в такую группу. И если у других партнеров верное восприятие состояния партнера колебался где-то 98-96, то у этой группы, да, у всех, даже у тех, у кого был низкий уровень возбуждения, то у этой группы он был ниже 50%. Главный показатель удовлетворенности сексом – это реакция партнера и наличие обратной связи. И в дополнение к этим исследованиям я скажу вот что. Там можно сказать, что вот я вот как бы 7,8% случай маленький, наверное, я туда не войду. И, наверное, я не такой, хотя что-то я там как-то более-менее коммуницирую. Но, как я напомню, до исследования у пар вообще-то 50 на 50 была возможность определить, коммуницируют они, как бы, то есть, что происходит с их партнером при наличии какой-то там странной коммуникации. Там, где не было простроено четкого информирования, обратной связи, узнавания, что происходит с партнером, как бы разговоров про секс, это было 50 на 50. Тех, кто вообще никогда это не проговаривал, у них 7,8% стопроцентная ошибка. И у тех, кто коммуницировал, 6,8%, и их всего лишь было 6,8%, соответственно, они практически не ошибались. И да, это люди с высоким уровнем возбуждения в большинстве случаев. И здесь, скорее всего, у них от их внимательности зависел этот уровень возбуждения друг друга, а не наоборот. А из-за того, что они возбуждены, у них там кровь прилегла, они там страсть происходит, да, и тут они вдруг безумно внимательными становятся, там, потому что это очень успокаивающий фактор для человека, да, он вообще, когда возбужден, всегда очень спокоен и хладнокровен и внимателен, да, нет, поэтому здесь скорее внимательность приводит к этому высокому уровню возбуждения. И вот когда мы этих данных не имеем, как я уже говорил, наш мозг начнет достраивать происходящее, начнет достраивать, додумывать, что он там ощущает и что, наверное, происходит с партнером, когда происходит какое-то действие. Не думайте, что у вас не будет информации, она у вас будет. Просто такая информация даст вам искаженную картину происходящего.
Главный враг сексуальных отношений – это ложные, искривленные данные. И здесь самое страшное, что несмотря на то, что эта группа лиц постоянно ошибалась со своими выводами относительно состояния партнера, и уступала всем остальным парам и по количеству оргазмов, и по времени удовлетворения, и по удовлетворенности самим сексом, и по многим другим факторам, но эта пара абсолютно была, эти пары были абсолютно уверены, что у них все классно происходит у их партнера. И неважно, что там у них там плохо, например, и неважно, если у них там хорошо, а у партнера плохо. Мы вообще склонны всегда додумывать то, чего не знаем. Мы абсолютно точно уверены, как люди живут в Китае, никогда там не быв. Мы точно уверены, как к нам относится кошка, хотя она, напомню, не умеет говорить. И все точно абсолютно уверены, что производство секс-игрушек стерильное производится в абсолютно идеальных условиях, и там ни одной пылинки. Главный вывод о сексуальных отношениях – это четкое информирование другого партнера относительно своих чувств и узнавание его чувств. По сути, этот ролик содержал явную выкладку того, что коммуницировать нужно и необходимо. Самый важный здесь вывод – это то, что не надо плодить в своей голове ложные представления о тех стимулах, которыми руководят вашим партнером. Не зная их, вы достроите, очень плачевно будет пользоваться неверными данными. Я поэтому специально убрал этот вывод как можно дальше в конец ролика, чтобы не пугать других людей. Но я думаю, те, кто досмотрел до конца, скорее всего, и так про коммуникацию уже все вполне себе понимаете или понимали даже до этого. Ну, только вот, может быть, какие-то новые аспекты для себя услышали. Поэтому, например, и сексуальное образование тоже очень важная вещь, потому что все, что вы услышите из фольклора, как всегда, я уже описывал, много в Инстаграме описываю всех этих вот мифов о сексе. Практически всегда это ложные представления массовой общественной псевдоморали. Ну, типа большой член круто, все должно происходить само, баба не захочет, кобель не вскочит и так далее. И в конце я оставил для вас немного прикольной всякой разной статистики, которая приведена была в полном, соответственно, этом исследовании, в полной статье, и я сейчас вам их расскажу, там много забавного. Так, занимательная сексуальная статистика. Напомню, статистика взята из статьи Putting the Diad into a Sexual Response Discussion с журнала The Journal of Sexual Research. Исследование, разумеется, взято с американцев, это американский журнал, у нас таких нет, у нас статистики не собирается, увы. Очень интересный был пункт номер раз. Очень интересно, меня больше всего интересовала религиозность участников, как она влияла. Мне казалось, что чем религиознее человек, тем меньше у него будет секса. А нет! Высокорелигиозные люди были самые религиозные люди были именно у людей с высоким уровнем возбуждения и самым низким. Поэтому очень сильно зависит от человека, как на него конкретно повлияет религиозность. Кому-то она обрубит нахрен все возбуждение, но кого-то она, наоборот, простимулирует возбуждаться больше. Самые нерелигиозные были люди с одинаковым уровнем возбуждения в начале. Факт номер 2. Образование, возраст, финансовое положение, сексуальная ориентация никак не влияют на сексуальность. Они были равны у всех, плюс-минус, никак не влияли на сексуальность кого-либо. Третий факт. Сексуальное образование, сексуальное общение, обратная связь пар во время секса напрямую полностью влияет на уровень возбуждения. Пары с максимальным возбуждением обладали максимальными этими показателями, и пары с минимальным возбуждением обладали минимальными этими показателями. Причем важно здесь один момент, что внимательность партнера влияет на сексуальность другого партнера. То есть взаимная внимательность, она повлияет как раз друг на вас взаимность. То есть ваше внимание к партнеру не повлияет на вашу сексуальность, только на сексуальность вашего партнера. Такая вот хитрая штука. Четвертый факт. Чем выше сексуальное возбуждение в начале полового акта, тем дольше время сексуального полового акта. И чем меньше возбуждения, тем меньше длина сексуального полового акта. Что напрочь позволяет забыть про те картинки, которые нам показывают в кино, что два человека безумно перевозбудились, забежали в кабинку для переодевания, и там за 1 секунду у них все случилось, они оба кончили. Скорее всего, им будет мало этой 1 секунды. Да, кто-то скажет, что товарищи, которые скорострелы, вот он засунул, перевозбудился и быстро кончил. Кончает он быстро не от того, что он перевозбудился. В том числе и от этого, но главный фактор – это стресс. И лечить этот стресс надо не у уролога ни в коем случае, а то вам что-нибудь отрежет обязательно, они это любят, или таблеточку даст. Это лечится у сексолога строго. Где-то причем, кстати, за месяц, за 2. 5. Отсутствие обмена сексуальным удовлетворением – это повод и способ полностью сильно повышать стресс во время секса. Снова привет все люди, на которых стресс влияет, либо не стоит, либо быстро кончает. Поэтому очень важно благодарить друг друга после секса.
Хотя бы. 6-й пункт, как количество детей влияет на сексуальность пар. И как ни странно, высокий уровень и средний уровень возбуждения пар у них было 1,8 и 1,6 детей. Ну, то есть у высокого уровня возбуждения 1,8 показатель был. Ну, это в среднем на пару, понятно, что там 100 пар, как бы, и вот они там как-то сочетаются. Высокое количество детей, то есть 2 и 3, в него вошли следующие группы. Это эквивалентные, ну, когда одинаковое количество возбуждения. Ну, и наша любимая группа у тех, у кого все плохо с сексом, то есть пары, которые не могут общаться друг с другом на тему секса, и у них всякое говно вылазит. И как ни странно, люди с наименьшим уровнем возбуждения в начале, у них показатель наличия детей был 1,2. Ну, может быть, это результат этого уровня возбуждения, что у них было так мало детей. Но не думаю, дело здесь, скорее всего, в чем-то другом. Я не буду гадать, как бы, ну и я знаю, что если вы живете там в однушке, у вас 2 ребенка, навряд ли секс у вас будет, какой бы уровень возбуждения, в какой бы вы не входили, даже если он у вас изначально очень высокий. Это, конечно, убивает весь секс. 7-й факт. Пары, где люди придерживаются отсутствия посторонних партнеров, примерно равны по всем группам. А вот пары, где бывают посторонние партнеры, очень интересно распределились. Пальму первенства здесь занимают как раз люди, которые не могут общаться про секс. Их показатель был 17. Самый низкий показатель был 3 и 14. 3 и 14, то есть люди, которые практически никогда не изменяют друг другу, это пары с низким уровнем возбуждения в начале. Но им он, видимо, совсем не нужен, поэтому им легче всех. 2-е место по количеству измен заняли те пары, в которых женщина хотела больше секса. И там идет примечание, что не всегда это женщина, то есть здесь не надо думать сразу, что там женщина хочет секса и так далее. Но да, эти пары отмечались как, и сами женщины отмечались как максимально рискованные в этом плане. Они максимально приближенные к бисексуальности, такие женщины, у кого больше уровень возбуждения в паре. Они максимально приближены к наличию сторонних половых партнеров. Ну, кстати, мужчины там тоже в таких парах бисексуальности нет, а вот к другим половым партнерам они тоже, да, склонны. Хотя некоторые из них, видимо, так замучены, что им просто не с кем, они не смогут уже с другой. Просто я сам относился в какой-то момент к высокому уровню возбуждения, а потом, у меня он был ниже, у женщин всегда был выше. 3-е место заняли партнеры, у кого равный уровень возбуждения. 4-е место пары с средним уровнем возбуждения. И 5-е место, соответственно, пары с высоким уровнем возбуждения. Как ни странно, то есть следующие уже все с низким уровнем возбуждения практически никогда не изменяют. То есть, как ни странно, видите, мы, товарищи-извращенцы, максимально хотящие всего на свете, всегда и так далее, являемся крайними, получается, не сильными сторонниками, очень не сильными сторонниками измен. В то время как пары, которые не умеют договариваться, максимально любят изменять. Или хотят, или что-то такое. Ну и, как я уже говорил, на последнем месте по уровню измен состоят люди, которые, у них просто низкий уровень желания, возбуждения всегда. Длительность сексуальной прелюдии. 1-е место, разумеется, пары с высоким уровнем возбуждения. Минимальное количество времени пары, которые не общаются про секс. Количество оргазмов во время одного секса. Да, здесь абсолютно лидируют пары с высоким уровнем возбуждения. Когда у обоих он высокий, результат получился 2,19 оргазмов, соответственно, на один секс. Дальше в среднем, в принципе, все пары и с низким, и со средним, да с каким угодно возбуждением, у них 0,9. То есть практически всегда. У кого-то, конечно, не было, у кого-то были, на 2 пары, считай. И, конечно же, наши неумехи общаться про секс заняли целых 52%. Это 0,52. То есть в 50% случаев у них оргазм был. Удовлетворенность сексом, кстати, практически все пары показывали примерно одинаковую, там показатель 6 с чем-то. Тут единственное выделились кто, это наши необщенцы, у них было при этом 4,67. Но, в принципе, там максимальный, по-моему, был 8, и, соответственно, это высокий показатель, в принципе, для всех. То есть даже пары, которые не общались, были скорее удовлетворены своим сексом, может, просто врали сексологам. А вот удовлетворенность страстью была только у группы с высоким уровнем возбуждения, страстью своего партнера и себя. И группа с наиболее низким удовлетворенностью страстью – это, соответственно, люди с низким уровнем возбуждения. И чуть выше их находятся наши необщенцы любимые. Показатели сексуальное внимание и сексуальная коммуникация, разумеется, прямо пропорциональны от уровня общения. Наши необщенцы, как всегда, в конце списка. Несмотря на то, что их уровень возбуждения обычно выше, чем тех, у кого низкий уровень возбуждения. Так, прощание. На этом я буду с вами прощаться. И главное, просто чтобы вы вынесли из этого ролика основной эффект. Итак, 1. Давать обратную связь. 2. Обмениваться тем, что вам нравится и что бы вы хотели сделать вместе. 3. Спрашивать, что в действительности чувствует ваш партнер. И 4. Самое главное, конечно же, основываться
основывалось только на реальных данных, чтобы вы четко могли осознавать, что это именно то, что вы видели, думали, подумали и так далее. И оно 100% имеет отношение к реальности, а не ваша выдумка, называемая людьми «я подумаю», «я угадаю», «я додумаю», «я почувствую». Мы должны быть всегда в единении друг с другом. Итак, с вами был Чалышев Сергей, магазин magic-pant.me. До встречи в новых роликах. Следующие ролики будут новые обзоры на игрушки и средства.